Как ощущение? Здравствуйте! Как ты себя чувствуешь? Я плохо себя чувствую. Это первые мои слезы за все время. Как так можно? Вы единственный, кого мы видим, кто доносит всю правду о том, что творится у нас. Спасибо. Вы тоже все это видите. А что произошло сегодня? Я живу 800 метров где-то отсюда. Вчера были взрывы, сегодня взрывы, потом скорые поехали. Одна за другой. Люди погибли, вы же все знаете. Люди гибнут каждый день, и никому это не надо. Никто, Европа этого не видит. Для меня отныне фашизм и демократическая Европа – это одно и то же. Потому что не замечаете вы смерти людей ежедневные. Вы пришли нас уничтожать. Европа – это пособник украинского фашизма. Извините меня. А как ощущение сегодня? Я вам говорю, что я первый раз за все время разрыдалась. Я не могу. Просто невозможно. Утром привели мне внучку под грохот всего этого. Ребенок сидит и не улыбается, и тихий. Активный ребенок просто сидит вот такой вот, знаете, ну как на это смотреть? Как возможно на это смотреть? Сколько, когда вчера приняли договор, подписали о отводе войск. И что же это такое? Посмотрите, где-нибудь в Киеве, где-нибудь во Львове происходят теракты. Нас хотят, люди, идите сюда. Нас хотят теракты. Нас ЛНР и ДНР хотят сделать террористическими организациями. Мы где-нибудь проводим теракты на их территории. Мы говорим о мире, что мы хотим мира. Мы говорим, забирайте своих детей. А что они нам в ответ делают? Что? И еще мне большие претензии к вот этим людям. ОБСЕ, что они делают у нас? Почему они молчат? Сколько они будут молчать? Почему мы не слышим их веского такого сильного слова? Никто не сказал, остановите войну, мы этого не слышим. Только Россия все время говорит и бьется за нас. У меня все. Как зовут? Меня зовут Ирина. А фамилия? Кострова. Слов нету, просто слов нету. Какие мы террористы? Скажите, Разве мы террористы? Вот как это вот так показывают? Мы хотим мирно жить. Мы хотим мирно и украинскому народу, чтобы это самое мир был у них. А не то, что они своих детей не понимают, присылают сюда на бойню на эту. Пусть просто после того, что они хотят, что мы хотим жить вместе, объединиться, у нас неужели эти крови, эти гибели, вот это все, не можем мы жить теперь уже вместе, не можем. Как они этого не могут понять? Мы не простим им ничего вот этого, ничего мы им не простим. Ага, это что, Единая Украина? Единая Украина. Единая Украина нас убивает. Они проскакали на своем Майдане, вот это вот начинали, не хотели замечать то, что они делают. Давайте ОБСЕ. Это надо больше, конечно, западным странам тоже это самое высказывать простым людям, потому что вот эти вот капиталисты, они везде верхушки все эти самые, они везде там так вот людям это самое не стараются не показать правды, что на самом деле происходит. А на самом деле простые люди нас могут понять и так же, и в Европе, и везде, которые это самое. А так я не знаю, это верхушки все закрывают, так же, как в Киеве не хотят, чтобы СМИ рассказывали всю правду. А как вас зовут? Люба. А фамилия? А? Фамилия? Не понял. Фамилия. Фамилия Писарева. Спасибо, Люба. Спасибо, Глеб. Спасибо, мой золотой. Спасибо. Представитель правительства не захотели говорить. А как ты относишься к ОБСЕ? Как ты себя чувствуешь, ОБСЕ? Кого? К ОБСЕ, да. Как я к ОБСЕ отношусь? Да. Ну, я считаю, что они ничего не делают. Толку что от того, что они здесь находятся. Вот только Какой что толк? с ними хотели поговорить, он сказал на русском языке, не понимаю. Какой толк от того, что они здесь находятся? Они Вот правду нас не обстреливают показывают. постоянно. Что толку? Я не знаю. Что больше сказать, я не знаю. Они что-то изменилось, да? Что-то изменилось, да, от того, что они тут есть. Просто что не ходят. Надо всё. что-то делать, а ничего не делать. Объясняю, Катаются засняли, просто по показали, и машине, все, и на этом все закончилось, уехали. и поехали дальше отдыхать.
Что они сделали для этого, чтобы это все прекратилось? Или довели они до общественности какой-то, блин? Я смотрю, всем наплевать на это все. Всем странам этим, блин. Пора же, блин. Это там все решает Америка, да? Во Франции был теракт. Во Франции был теракт, а в Донецке теракта нет. В Донецке просто идет АТО. Это не война, это АТО. Вы сами видите, что творится. Вы были раньше здесь, когда троллейбус стоял с людьми на сиденьях сожженными? 13 погибших. Были 13 погибших. Так это только здесь, сегодня. А вообще, если посчитать за это время все АТО, сколько погибших в Донецке? Или он поедет опять во Францию соболезновать? Да, он поедет и марш мира проведет. нельзя. Он же у нас президент мира, сука. Президент мира, да? Кто? Порошенко? Скажите ему, блядь, тварь, пусть сюда приедет, президент этот мира. Правильно Захарченко говорит, же пусть покажет приедет, мира. мы его Во. встретим, нормально, никто его расстреливать не будет. Пусть приедет, посмотрит сам, что творится здесь. А как возможно дальше жить под такие обстоятельства? А как, куда нам бежать? А кому мы нужны? Где? Объясните, кому мы нужны? Если мы Украине, которой отдали жизнь, на которую пахали, кто поднимал Украину, независимость Украины? Восточная или западная Украина? Если разобраться. Почему мир вас не слышит? Почему мир... Никто не слышит, потому что так удобно Обаме. Потому что так удобно Обаме. И все. Мир не Потому что слышит. на войне они деньги зарабатывают, а мирное население страдает. Вот и все. Им лишь бы денег себе побольше. Они им не показывают, что тут по-настоящему. Вы какую страну представляете? Сам из Англии. Из Англии? Да. Это наши. Почему журналисты не могут правду сказать? У них руки, ноги, рты залеплены. Что у них Потому происходит? что не дают им сказать то, что они хотели. А что, мы такие все немощные, что если нам всем закрыть рты с кучкой? А возможно объяснить сегодня, что произошло здесь? Такие происходящие. Блядь, что произошло? Объяснить это. Взрыв сразу, все. Я на остановке была, когда это Убийство произошло. мирного Горела населения. машина, он выстрелил. Просто выживают народ, просто. Земли им. Лишние люди на население, понимаете, или что нас нет? дротом надо Донбасс весь. И атомной бомбой И всем снести. женщинам вырезать матки, как она сказала. Донбасс. А настолько это страшно было, когда произошло? А как же ж не страшно, если все горит? О, честно, уже не страшно. Просто за 10 месяцев мы уже привыкли к этому. Честно, не страшно. Страшно? Ничего, словами, какой мы испытываем страх, вы понимаете? Это неописуемо. Тебя страх пронизывает всю, снизу, сверху до низу, все. Кровь застывает в жилах, сердце останавливается. Вот так это страшно. Когда оно летит на тебя, и ты не знаешь, ты выживешь или нет. А куда мы будем уезжать? У нас у всех есть родители, старики, которые вообще не получают ни копейки денег, которые отработали всю жизнь на Украину. У меня родители не получают полгода. Как я уеду их? А что они будут кушать? Как они будут жить? Сейчас никто не подаст, потому что денег ни у кого нету. Мы каждый раз, я каждый день еду на работу, я не знаю, доеду я на нее, а потом приеду я домой или нет, потому что транспорт останавливается и бомбы ложатся возле нас. Вот так вот мы тут живем. И спим в коридорах, на полу в коридоре. Как зовут? Виктория, А фамилия? Чекерда. Спасибо, Вика.